Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам буду показывать, как я вывела закваску без выбрасывания из пшеничной муки. Эта закваска делается очень просто, никаких весов, никаких выбрасываний, ничего лишнего. Давайте начнем. Сейчас у меня утро, день первый, мы начинаем выводить закваску. Для этого нам понадобится высокая баночка, у меня она объемом примерно пол-литра, понадобится крышка и резиночка, либо маркер, чтобы помечать, насколько поднимается закваска. Также понадобится столовая ложка. Обычная у меня белая мука общего назначения, белок 11,7 и теплая вода. Температура в комнате у меня 24 градуса по Цельсию, поэтому воду я немного нагрела. Закваска очень хорошо выводится обычно при температуре 25-26 градусов, поэтому воду я взяла чуть теплее, она у меня где-то 29-30 градусов по Цельсию. Итак, начинаем. Я сюда опускаю в баночку столовую ложку с небольшой горкой муки и также столовую ложку воды. Начинаем все перемешивать. Поскольку мы выводим закваску без весов, нам нужно на что-то ориентироваться, поэтому ориентироваться будем на консистенцию. Если вы добавили столовую ложку муки и столовую ложку воды, но при этом у вас получилась суховатая смесь, не бойтесь, добавьте еще немного воды. Нам нужно получить вот такую консистенцию такого тягучего теста, как тесто на оладушки. Или некоторые сравнивают эту консистенцию со сметаной, густая сметана. Накрываем баночку крышкой не плотно, закручивать ее не нужно и надеваем резиночку. На данный момент нам измерять здесь нечего, но я просто надену резиночку, чтобы не забыть и не потерять. Убираем ее до следующего дня. Сегодня день второй утра, здесь в принципе в баночке ничего не изменилось, но я не знаю, вот видно вам сейчас или нет, там есть небольшие маленькие такие, как черные точечки, это маленькие мелкие пузыри. Кормим сегодня таким же способом: 1 столовая ложка муки и 1 столовая ложка теплой комнатной температуры воды или чуть теплее. Каждый раз, когда добавляем новую порцию муки и воды, обязательно закваску нашу в процессе нужно хорошенечко вымешивать. Ее не нужно взбивать, но очень активно нужно перемешивать так, чтобы она обогащалась воздухом. Пару слов по поводу воды и муки. Муку я беру всегда не отбеленную. Отбеленная мука может плохо подниматься и может повлиять на процесс заквашивания. Воду же я обычно беру сырую, фильтрованную. Вода кипяченая не очень хорошо поднимает закваску, может она получиться слабой, а вода из-под крана очень часто содержит хлорку, которая негативно влияет на процесс заквашивания и на рост закваски, а также может повлиять на вкус. Закваску перемешали, накрываем крышкой и убираем в теплое место до следующего дня. На следующее утро, день третий, закваска выглядит вот таким образом. Она уже немного поднялась, там уже видны пузыри, и она более активна. Первые 2 дня закваска пахнет сырым тестом, как тестом на пельмени. На третий день может появиться запах алкоголя, легкий запах. Продолжаем ее кормить тем же самым образом. Снова я добавляю столовую ложку муки, столовую ложку воды и все активно перемешиваю. Смотрим, чтобы не было ни промесов, чтобы нигде не оставалась сухая мука. Активно перемешиваем, зачищаем стенки банки, поднимаем резиночку, помечаем наш уровень закваски. И мы готовы к следующему дню. Посмотрите на консистенцию закваски. Я еще раз напомню, что если вы добавляете все, как я рассказываю, ложка муки, ложка воды, но при этом у вас получается чуть-чуть суховатая закваска, не переживайте, добавляйте еще слегка воды. Самое главное – это консистенция. Накрываем банку крышкой и убираем до следующего дня. Сегодня у нас 4-й день, заквасочка уже видно, что она поднималась вот до вот этой линии, и она уже опустилась, голодная, и ждет следующего кормления. Открываем банку, сейчас она уже немного пузыристая, пористая, это видно по текстуре, она стала более густая, вот такая. И она стала пахнуть немного алкогольным запахом или как очень-очень сильно перебродивший квас. Начиная с сегодняшнего дня я буду кормить закваску 2 раза в день, утром и вечером. Сейчас у нас утро, кормление я провожу по той же самой схеме: ложка муки, ложка воды, вода теплая, мука та же самая, активно все перемешиваем, зачищаем стенки банки, смотрим на консистенцию, по необходимости добавляем немного воды, буквально по чуть-чуть, и снова подмешиваем. Консистенция обязательно должна быть достаточно густая, как на тесто на оладушки. Если закваска будет слишком жидкая, то пузыри в ней образуются, но они будут подниматься на поверхность закваски и просто лопаться. Закваска такая подниматься не будет. Снова накрываем банку крышкой, закручивать не надо, и отправляем в теплое место. Я обычно оставляю на столе до вечера. Сейчас у меня вечер 4-го дня, посмотрите, какая активная закваска, она поднялась уже почти в 2 раза. Но закваска все еще не готова, продолжаем ее кормить.
Кормим в тех же пропорциях: ложка муки, ложка воды. Продолжаем все те же самые процессы, которые мы уже делали в первые несколько дней. После третьего дня закваска может вести себя немного по-разному. Она может либо начать подниматься с каждым днем все лучше и лучше, либо она может взять несколько дней затишья. Что значит затишье? Это означает, что вы ее кормите, ничего не происходит. Вы ее кормите, ничего особенно не происходит. То есть пузыри, есть активность, но она не поднимается в 2-3 раза. Сегодня день пятый, утро. У меня закваска, посмотрите, она все еще в приподнятом состоянии. Она поднималась даже выше. Вы видите следы на банке. Посмотрите, как высоко она поднималась, и она даже уже сползла вниз. Она готова к следующему кормлению. Очень активная, вся в пузырях. Продолжаем кормить по той же самой схеме 2 раза в день. Утром и вечером 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка воды. Что делать, если ваша закваска решила взять тайм-аут и взять период затишья? Если у вас такое произошло, обратите внимание на температуру воды, которой вы кормите закваску. Она должна быть достаточно теплая. Также обратите внимание, где стоит ваша закваска. Постоянная хорошая теплая температура активирует закваску и благополучно влияет на ее развитие. Закваска не любит перепады температуры, например, если ночью у вас холодно, а утром очень жарко или тепло. И также она не любит, когда очень жарко. Например, если вы поставили ее рядом с духовкой, на которой вы постоянно жарите или парите, и там очень сильно поднимается температура. А у меня уже день пятый, уже вечер. Посмотрите, какая активная закваска. Начиная с третьего дня она у меня начала подниматься в 2 и даже в 3 раза, каждый раз после кормления. Продолжаю ее кормить в тех же самых пропорциях. 1 столовая ложка воды, 1 столовая ложка муки. Все это активно перемешиваем, хорошенечко вымешиваем, чтобы не было комочков. И по необходимости добавляем воду так, чтобы консистенция сохранялась постоянной. В этот момент закваска все еще может пахнуть не очень приятно, запах алкоголя или очень сильно перебродившего кваса. Продолжаем ее вымешивать и продолжаем ее подкармливать. Накрываем крышкой свободно и отправляем в теплое место до следующего дня. Сегодня у меня утро, 6-й день. Посмотрите, как хорошо выглядит закваска. Она поднималась вот до сюда и теперь уже сползла немного даже вниз. У нее хорошие пузыри, достаточно крупные и активные. Посмотрите на консистенцию. Продолжаем кормить закваску 2 раза в день, утром и вечером, в тех же пропорциях. Несмотря на то, что мы выводим закваску без весов и без выбрасываний на глаз, эта закваска наиболее близко похожа на закваску 100% влажности. Мы не знаем, какая точная процентность влажности конкретно у нашей закваски, но я по ней готовлю, каждый раз использую рецепты, где по рецепту идет 100% закваска, и везде она спокойно, очень хорошо подходит, без нужды что-либо менять в рецепте. У меня есть на канале несколько рецептов, где я использую конкретно эту закваску. Да, в принципе, у меня другой нет. Это единственная, которую я вывела и которая мне нравится, и я ее использую постоянно. Ссылки на эти рецепты я оставлю в описании. Если будет желание, посмотрите. Так, на данный момент день 6, мы уже поправляем резиночку. Уже важно смотреть, насколько поднимается закваска. Накрываем баночку крышкой и убираем ее до вечера. День 6, вечер. Посмотрите, как хорошо поднимается закваска. Она поднимается после каждого кормления как минимум в 2, а то и в 3 раза. Пузыри у нее уже большие, очень крупные, и закваска стала очень рыхлая. Она по-прежнему пахнет не очень приятно, немножко такой резкий запах. Но это нормально, это норма. Продолжаем кормить в тех же пропорциях. 2 раза в день, ложка муки и ложка воды. На мой взгляд, чтобы вывести пшеничную закваску, нужно самое важное соблюдать 3 компонента. Это теплота воды, температура в комнате, а также сама консистенция закваски. Эти 3 вещи, если вы соблюдаете, то у вас сразу же получится очень хорошая пшеничная закваска. Были такие вопросы, когда люди писали, что моя закваска начала активно подниматься на 3-й день, готова ли она к использованию и можно ли на ней печь хлеб. Ответ на этот вопрос будет нет. Закваска не готова, ее активность в первые дни обусловлена совсем другими процессами, и она еще не созревшая, не активная для того, чтобы поднять хлеб. Сегодня уже день 7, утро. Посмотрите, как хорошо поднимается закваска. Она поднимается в 2-3 раза. У нее большие крупные поры внутри, она стала более густая. Она уже даже начала потихонечку оседать, вот такой консистенции она внутри получается на 7-й день. Готовность закваски видно даже по пузырям, это очень интересный процесс. Пузыри сначала в ней маленькие, когда она еще не готова, но по мере созревания эти пузыри становятся более крупные, более редкие, но при этом достаточно большие.
Продолжаем кормить закваску в тех же самых пропорциях. День седьмой, 2 раза в день сегодня. Ложка муки, ложка воды утром и столько же вечером. Время между кормлениями я особо сильно не соблюдаю, это примерное время. Если вам утро удобно сделать это в 7 утра, но вечером вы можете сделать только в 10 вечера, это нормально. Если вы можете утром покормить в 10 утра, но при этом вечером уже готовы кормить в 5 и вам нужно уйти, это тоже нормально, ничего страшного в этом нет. Если на данном этапе ваша закваска начинает очень активно подниматься после каждого кормления в 2-3 раза, и она прям выдает такой сильный кисловатый алкогольный запах, то можно уже на седьмой день даже покормить ее 3-4 раза в день. Всю закваску перемешали, поправляем резиночку, здесь мы уже смотрим, насколько она поднимается, и обязательно это делаем, накрываем крышкой неплотно и убираем в теплое место. Сегодня у меня день седьмой вечер, вечером она уже вот так активно поднялась. Очень хорошо выглядит, примерно так же, как и утром. Снова кормим, повторяем процесс. Бывает так, что закваску вы уже вывели, но в процессе использования она у вас начинает вдруг кислить. Кислота у закваски появляется обычно из-за недостатка кормления. Кормить закваску лучше чаще небольшими порциями, чем один раз, но редко. Когда я говорю редко, это означает, что реже, чем раз в неделю. Иногда бывает так, что уже 7 дней прошло, а активности никакой особо не видно, закваска не растет. В этом случае нужно обратить внимание на условия содержания закваски, на температурный режим воды и комнаты, как я уже говорила, а также на цвет закваски, ее запах характерный и если там хоть какие-то намеки на пузыри. Если все это более-менее нормально и вам кажется, что все хорошо, то иногда в норме бывает так, что закваска выводится до 10 дней. Продолжайте ее кормить, и вы должны увидеть активность на 10-й день. А у меня уже наступил день 8, сейчас утро, посмотрите, как хорошо поднялась закваска. Она поднялась и по количеству, по объему больше, чем в 2 раза. Посмотрите, она достигла самого верха баночки, очень активная, вся в пузырях. И когда она готова, она должна издавать такой характерный звук при перемешивании. Сейчас мы попробуем ее помешать и послушать. Слышите, да, такой немного чавкающий звук? Или, может быть, даже напоминает, как хруст снега немного. Вот закваска уже готова, у нее характерный цвет, характерный запах. Кстати, на 8-й день она сменила свой запах и больше не пахнет алкоголем. Она пахнет очень сладко, как такими садовыми грушами или виноградом сладким. Если закваска вам очень нравится уже на этом этапе и вы довольны результатом, то можно ее покормить утром еще один раз в тех же самых пропорциях, повторяя все те же самые шаги и после этого убрать в холодильник. Или по желанию можете покормить ее еще вечером и уже вечером убрать в холодильник. Дожидаться после кормления, когда закваска поднимется, не нужно. Мы ее кормим, закрываем крышкой и убираем в холодильник. Это будет ее питание на момент хранения в холодильнике. Крышку тоже в холодильнике закручивать не нужно, просто положить сверху на банку, чтобы закваска не подсыхала. И не забудьте подвинуть резиночку так, чтобы мы знали, как у нас поднимается закваска. Активная, хорошо выведенная закваска даже в холодильнике поднимается где-то на 25-30% в процессе стояния. Это происходит не сразу, не быстро, но в течение 2-3 дней вы должны видеть небольшой подъем. Это нормально. В холодильнике закваску я стараюсь не ставить глубоко в холодильник там, где совсем холодно. Она у меня стоит на краю полки, там, где температура 4-5 градусов по Цельсию. Поправляем резиночку, накрываем банку неплотно крышкой и ставим в холодильник на конечное созревание. Обычно это занимает еще дня 3-4. На данный момент на экране вы видите другую банку с закваской. Эта закваска я уже пользуюсь какое-то время. Я достала ее вам показать. Она сейчас холодная, только-только из холодильника. Если мы закваской не пользуемся, то ее нужно доставать 1 или 2 раза в неделю и подкармливать. Подкармливаю я ее в небольших порциях по ложке, опять-таки, муки и ложку воды. И обратно ставлю в холодильник. Ждать подъема не нужно. Дальше, как я использую закваску? Если я знаю, например, что в пятницу я собираюсь печь хлеб, то в четверг вечером, примерно в 8 вечера, я достаю закваску, подкармливаю ее небольшим количеством муки и воды, часов 8, она начинает подниматься, потом в 10 я еще раз небольшим количеством подкармливаю, оставляю на столе на ночь до утра и утром часов 8 снова подкармливаю небольшим количеством. Небольшим количеством это 1 столовая ложка воды, 1 столовая ложка муки. Если вы знаете, что вам нужно больше закваски по рецепту, то кормить ее можно и в соотношении 1 к 1 к 1 или 1 к 2 к 2.
Поскольку эту закваску мы выводили без помощи весов, то 1 к 1 будет выглядеть следующим образом. Например, на четверть стакана закваски добавляем четверть стакана воды, четверть стакана муки. 1 к 2 будет четверть стакана закваски, полстакана воды и полстакана муки. Все это хорошенечко перемешиваем и оставляем на подъем. Таким образом можно довести количество закваски до нужного нам количества. Во время каждого кормления очень важно продолжать обращать внимание на консистенцию закваски и по мере необходимости добавлять либо чуть больше муки, либо чуть больше воды. Также был вопрос, нужно ли кормить всю закваску в банке или нужно отложить часть и кормить эту часть. Я всегда кормлю всю закваску в банке. Кормлю ее полностью всю и потом уже откладываю столько, сколько мне нужно. Таким образом в банке у нас остается очень активная закваска, которая тоже была подкормлена. Вроде все рассказала. Если по-прежнему остались вопросы, то пишите мне в комментариях, я обязательно всем отвечаю. Делитесь вашими результатами, фотографиями можно поделиться в моем телеграм-канале, ссылки будут в описании, а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.